Приветствую всех, дорогие друзья! На связи, как всегда, Недомайнер и моя скромная таверна. Сегодня в игровом выпуске новостей предлагаю вам взглянуть на системные требования новенького Watch Dogs Legion, который собирается использовать всю мощь RTX 3080. А затем на царских лучах Хуанга предлагаю посетить Асгард нового Assassin's Creed Valhalla. Но перед тем, как мы начнем путешествие по игровым новостям, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с самой актуальной новости для игроков Call of Duty Modern Warfare. Уже сегодня в игре должен появиться патч, который добавит на ПК возможность удалять различные части шутера. Это позволит снизить огромный объем, занимаемый игрой на диске, и вернет возможность некоторым держать больше одной игры на накопителе. Нам позволят удалить определенные наборы данных для сюжетной кампании, мультиплеера, кооперативных спецопераций и королевской битвы. На данный момент эти функции доступны только на консолях. А на днях представитель компании Activision Blizzard заявил, что в России предстоящий шутер Call of Duty Black Ops Cold War не выйдет на дисках. Как оказалось, на 13 ноября запланирован только цифровой релиз. Предыдущую часть шутерной серии Call of Duty в России тоже не продавали на дисках. Но кроме этого, игра, в отличие от Black Ops Cold War, еще и не вышла на территории страны для PS4 в принципе, даже в PlayStation Store. Ну а тем временем разработчики Watch Dogs Legion решили изменить системные требования игры, которые они выкладывали месяц назад. На некоторых позициях теперь требуются более производительные видеокарты и процессоры. К примеру, для запуска игры в 1080p на низкой графике раньше нужна была GTX 960, а теперь уже понадобится GTX 970. Хотя для игры с RTX 1080p требования заметно снизились. Теперь нужна лишь RTX 2060. Но самое интересное кроется в требованиях для 4К. Для ультралучей понадобится новейшая видеокарта RTX 3080, и даже с ней разработчики рекомендуют поставить DLSS в режим производительность. Настолько ли будет нужна новая видеокарта Nvidia, мы узнаем уже 29 октября. А знали ли вы, как выглядит сценарий Cyberpunk 2077? Как оказалось, это 4 огромные стопки бумаги, фоткой которых поделился менеджер японской локализации CD Projekt Red. По словам локализатора, перед нами финальная версия сценария, и в процессе работы он был намного более объемный. По объему диалоги Cyberpunk 2077 превосходят всего третьего Ведьмака вместе с дополнениями. Ну а от компании Sony появился сюжетный трейлер к платформеру Sackboy Большое приключение, который станет одним из стартовых проектов PS5. История вращается вокруг бравого тряпичного человечка Sackboy из мира воображения. Ему предстоит отправиться навстречу приключениям, по пути преодолевая различные опасности, ловушки и козни врагов. В частности, ему противостоит Векс, который заразил весь мир кошмарами. В новом ролике можно увидеть свежие кадры геймплея на PS5, а также различные игровые локации, которые посетит герой по ходу выполнения своего квеста. Проект выйдет уже 12 ноября на PS4 и PS5. Тем временем Ubisoft показала мифологические миры Assassin's Creed Valhalla. Стало известно, что по ходу игры благодаря предсказательнице Валке игрок сможет отправляться в другие миры. Например, вот так будет выглядеть Асгард. А при отправлении в Йотунхейм игрокам скорее всего предстоит сражаться с ледяными великанами. Хотя назвать их великанами сложно. Они больше похожи на сородичей аватаров из фильма Кэмерона. Также нам показали одного из богов. Возможно, это Один, но точного подтверждения пока нет. Ну а сам ассасин не будет ассасином, если разработчики не предложат множество костюмов героев из предыдущих частей. На этот раз, как минимум, в игре будут наряды Альтаира, Эцио и Баека. А волков, судя по всему, можно будет оседлать и использовать во время рейдов. Ну и животных можно будет погладить и даже носить на руках. Assassin's Creed Valhalla выходит уже 10 ноября на PS4, Xbox Series, Xbox One и PC, а версия для PS5 выйдет вместе с консолью через несколько дней. А вот авторы Torchlight 3 представили новый трейлер проекта, приуроченный к его релизу. Ролик призывает героев со всех концов света встать на защиту мира от угрозы, пришедшей после многолетнего мира. Пользователи смогут выбирать персонажей из 4 классов с уникальными механиками, кастомизировать их, а также снабдить умениями и собственным питомцем. Кроме того, игроки смогут прокачивать собственный форт, где предстоит работать с экипировкой и проходить различные дополнительные испытания. Проект можно приобрести в Steam за 1297 рублей, а также в PS Store и Microsoft Store. На Nintendo Switch игра появится уже до конца года. А разработчики Valorant продолжают делиться информацией о нововведениях третьего акта, рассказав о них в целом и показав нового агента Sky. Способность агента под названием «Новая поросль» позволяет лечить союзников в зоне действия и видимости героя. Следопыт призывает тасманского волка, который может оглушать врагов. Путеводный свет призывает ястреба, который способен ослепить противников.
А способность ищейки дает 3 сущности, выслеживающие ближайших оппонентов и ограничивающие их видимость. Третий акт Valorant стартует уже сегодня, а Sky появится в шутере спустя еще 2 недели, 28 числа. А вот журналисты портала The Gamer обратили внимание, что по данным на сайте регистрационной палаты Великобритании, шотландская студия Ruffian Games сменила название и владельца. Согласно документации, в самом начале октября Take-Two Interactive завладела более чем 75% акций Ruffian Games, в связи с чем студия перешла под контроль компании Rockstar Games. Спустя почти неделю, 6 октября, Ruffian Games была переименована в Rockstar Dundee и сменила свою шотландскую штаб-квартиру на английскую в Лондоне. Ну а создатели PlayerUnknown's Battlegrounds наконец-то назвали дату начала нового 9-го сезона. Все игроки смогут попасть на новую карту Парама уже 21 октября. Консольным же игрокам придется подождать до 29 октября, а помимо привычного набора нововведений в виде наград боевого пропуска, новый сезон готовит сюжетную историю. Тем временем в соревновательный шутер Overwatch вернулось традиционное ежегодное событие «Ужасы на Хэллоуин». Продлится мероприятие до 3 ноября, и в это время все контейнеры будут тематическими и предложат как свежую косметику, так и предметы прошлых лет. Во время ужасов на Хэллоуин старые предметы можно будет приобретать по сниженной цене за внутриигровую валюту, а одерживая каждую неделю по 9 побед в быстрой или соревновательной игре или аркаде, игроки будут гарантированно получать граффити, значки и особые облики. Еще разработчики представили 5 новых легендарных обликов для ДВА, Сигмы, Бригетти, Гензы и Ханзо, новую анимацию для Райнхарта и 2 лучших момента матча для Роковой Вдовы и Фары. Также на днях компания 2K Games и студия Gearbox Software объявила о том, что ролевой шутер Borderlands 3 получит обновление для консолей следующего поколения в день их релиза. 10 ноября на Xbox Series X и S и 19 ноября на PlayStation 5. Сама же Borderlands 3 будет оптимизирована для использования вычислительной мощности консолей следующего поколения, и на них она обеспечит более качественную графику. На Xbox Series X и S и PlayStation 5 проект будет воспроизводиться с частотой 60 кадров в секунду при разрешении 4К в одиночном и кооперативном онлайн-режиме, а все владельцы консольных версий Borderlands 3 смогут бесплатно обновить игру до версии следующего поколения в рамках того же семейства систем. Все дополнения и данные сохранений могут быть перенесены аналогично. И на этой прекрасной ноте игровые новости подходят к концу. Если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!